Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам рецепт моего горохового супа. Для этого супа сначала нам понадобится один окорочок копченый, ребрышки копченые, я их порезала на части, и карбонат копченый. Вот мы закладываем в кастрюлю окорочок, как я уже говорила, и ребрышки. Карбонат мы не варим. Закипает наш супчик. Убавляем огонь и оставляем вариться на минут 30-40. Бульончик прозрачный. Все, закрываем крышечкой, и он у нас будет вариться. Посмотрите, как выглядит наш бульончик. Это прошло 25 минут после закипания, но еще минут 15 мы все-таки его проварим. Аромат копчения – это что-то непередаваемый. А вкусный бульон шикарный. Посмотрите, какой прозрачный. Прошло 40 минут, выключила наш бульончик. Вот посмотрите, вот как узнать, как уже готов наш бульон. Вот посмотрите, ребрышко, видите, уже прям отходит от косточки. Вот оно прям. Видите, все. Вот на таком этапе мы все это выключаем. Бульон наш готов. Но суп гороховый можно готовить на говяжьих ребрышках и также на курином окорочке. Можно добавить копченое мяско, ну что-то копченое такое, говядину копченую, если вы, конечно, свинину не едите. Вот мы вытащили наше мясо, которое мы сварили. И сейчас переходим к следующему этапу. Я вам говорила, что когда мы варим копченые ребрышки и копченые окорочка, мы бульон сильно не солим. Сейчас я буду пробовать бульон, буду его подсаливать и приступим уже к варке нашего горохового супа. Вот у меня горох, вот такой колотый. На 3 литра нашего бульона я беру до 90 грамм гороха. Вот мы промыли наш горох. Обязательно 3-4 раза я его промыла до прозрачной воды. Так же, как и рис, мы промываем горох, чтобы потом наш супчик был прозрачным. Все, и можно высыпать. Мы подсолили бульон по вкусу уже, потому что надо было досолить. И сейчас мы высыпаем горох и варим 20 минут. Варим на среднем огне. Но я хочу еще сказать, что горох бывает, крупа бывает разная. Какой-то горох варится 20 минут, какой-то варится 25 минут. А если вы предварительно его замочите в холодной воде на час, то он будет вариться еще меньше. Поэтому в любом случае готовность мы проверяем потом на вкус. Пока варится наш бульон с горохом, я подготовила следующие ингредиенты. Я мелко покрошила пол-луковицы, третью часть морковки, тоже натерла на мелкой терочке. И в начале видео я вам показывала, что у меня был бекон копченый. Я его нарезала вот такими вот, как полосочками. И теперь скажу, что мы будем делать. Мы нагреваем сковородку. В сковородку я налила растительное масло. И первым делом я буду сейчас, масло нагреется. Первым делом я буду сейчас обжаривать бекон. И обжариваем его до золотистого состояния. И следующим этапом я сюда же добавляю лучок. И обжаривать уже буду бекон с луком. Следующим этапом у нас пойдет морковочка. Вот посмотрите, прошло 20 минут. У меня горох уже, посмотрите, как разварился от того, что было. Поэтому я еще раз вам говорю, что горох я не замачиваю, потому что сейчас такой горох, который варится очень-очень быстро. Вот обжарился наш лучок с беконом. Смотрите, вот такой вот прям золотистый цвет. Теперь добавляем морковочку сюда. До того, чтобы она тоже отдала свой вкус. И соединились все вместе у нас 3 вкуса, как мы и хотим. Закипел наш бульончик. Вот я вам показала, какой у нас горох разварился. И теперь мы на следующем этапе засыпаем картошечку. Картошечку я опять же режу вот таким кубиком и варим ее минут 7. И теперь мы вот это вот со сковородки, бекон, лучок и морковочку мы смешиваем с супом. Закидываем все в бульончик. Вмешали нашу морковочку, лучок и бекон. И теперь на медленном огне
все варим минут 5-7 до готовности картошки. Приготовилась наша картошечка, сварилась. Следующим этапом мы будем добавлять наше вкусное мяско. Я очистила все от кожи, сняла все пленочки. Тут только одно мясо. Потом мы добавляем лавровый листик, листочка 3, не больше, черный перчик, ну и, конечно же, зелень. Я порубила мелко укроп, вы можете нарезать все, что хотите. Вот мы добавили наше мяско. Буквально 3 минутки оно поварится. Тоже огонь мы уменьшаем на минимально. Буквально на 3, на 4, там как у вас плита. И после того, как сейчас мяско немножечко там побудет, мы выключаем суп полностью и потом добавляем лавровый лист, перчик и зелень. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Посмотрите, какой прозрачный у нас бульон. Вкус не передать. Вот чего мы и добивались. Вот наши копчености все. Вот посмотрите. Посмотрите, какая красота. И бульон при этом очень-очень прозрачный. При том, что наш горох разварился шикарно. Вот посмотрите. Приятного всем аппетита!